Сегодня мы посмотрим дачу за 3 миллиона долларов. Welcome. Привет. Здравствуй, Миша. Это Петр Ларри. Он ландшафтный архитектор, который построил этот сад. Мне вот очень хочется на канале начать рубрику про сады, потому что они реально красивые. Так. И вообще на ютубе мало что-то про сады рассказывают. Ну что, да, главный вход в дом, главный к нему путь от парковки. Мне, кстати, очень нравится, что тут достаточно мало газона, что его вообще не надо будет подстригать. Исключено. Если хочешь малоуходный сад, никакого газона быть не должно. Смотри, да. газон есть, но он расположен там, как отдельная площадь. Я могу запустить робота-газонокосилку, Ага. и он вот будет каждый день проходить и скашивать эту историю. Ага. Расскажи, что это такое. О, это мои любимые игрушки. Это наши водные объекты, чаши с линзой натяжения. Посмотри, вода выше, чем борт. Она прям вот Да, она постоянно течет. и выходит сюда. Чаши сделаны из картена. Здесь под ними достаточно сложная система фильтрации и движения воды. В каждый насос, опять же, ты не видишь, да, люков, ты не видишь этого всего, потому что мы это все очень аккуратно прячем. Оно вот здесь в гальке. Ну, то есть вот эта водичка, она падает в гальку и куда-то Специальными, да, такой, как бы, как, знаешь, как огромная раковина, да, только из Ага. пленки собирает ее Ага. и отправляет в насос через фильтр, да, чтобы грязь собрать. уходит. И опять тут сюда же. И сюда же идет. А теперь представь зиму, такой, значит, какой-нибудь вот ноябрь месяц, когда везде иней лежит, а вот эта штука парит. Потому что это насос не- греет воду, и можно долго ее не выключать. Ну и летом, знаешь, просто приятно на нее присесть. Многие, знаешь, там делают бассейн для красоты. Слушай, бассейн — это огромное обслуживание. Да. Огромное обслуживание. Я бы сказал, и здесь-то нужно раз в месяц почистить гальку, да кинуть обязательно таблетки перекиси водорода. Почему? Здесь собака, соответственно, нужно то, что безопасное. А, он пьет. Поэтому надо, знаешь, я бы даже сказал, раз в 2 недели кидать такую таблеточку специальную, которая убирает все водоросли, чтобы вода не цвела. Если бы не было домашних животных таких, то можно даже сильнее делать это раз в месяц. Это был бы весь уход. Напоследочек, сколько стоят такие? Это 3 чаши у нас. Сколько такие стоят? 3 чаши. Примерно где-то около 1 300 000 1 800 000. То есть, наверное, одну чашу такую поставить себе на участке около 500-600 тысяч будет стоить. Пойдем дальше. Тут у нас мы пришли в дом. Да, основная терраса. По проекту архитектора была просто терраса. Мы же здесь распланировали так, чтобы помещалось примерно 25 человек для отдыха. Кто-то за столиками, кто-то... Здрасте, Любовь Ивановна, хозяйка сада. Здравствуйте. Слушай, а вот эти вот яблочки, их кушать можно? Значит, смотри, это декоративная яблоня, то есть она офигительно цветет весной, зимой. Ну, там, да, ноябрь месяц, у нее опадают листья и остаются вот эти плоды. Ага. Красивые такие, зелено-красные, и Да. висят всю зиму. Это для компота яблоки. Можно все-таки брать, да. можно есть. Конечно. Это- А пойдем пока, может быть, дом посмотрим. Смотри, мы попадаем в гостиную, там у нас будет спальня, и вот смотри, вот главный вид на сад. Мне очень нравятся эти окна, ты не видишь ни рам, ничего у них практически. При этом это вот такая система. Да. Вот у меня мама, я сейчас проектирую дом, и мама мне... И мы Я уходим в хотел сад. сделать тоже раздвижные двери, такие панорамные окна. Она мне говорит, ты что, с ума сошел вообще? Там Да? же комары, мухи, ты что? Ну-ка, быстро, обратно. Понятно. Все, и вот так архитектурные идеи бьются. Да. Yes. Мы отсюда видим весь сад. Да, вот это. Да, это точки, вот одна у очага, у камина, другая здесь в гостиной. Чтобы когда ты завтракаешь, обедаешь, сидишь, да, у тебя будет вид на ландшафт. И когда ты вечером включишь подсветку, все, вот это начинается магия, конечно. И поэтому и газон-то сюда выходит, чтобы ничем не перекрыть взгляд туда. Можно окошко открыть? Тут, по-моему, все на какой-то электрической системе, но я не знаю, как она включается. Значит, да, кабинет такой, тоже дополнительное место для рабочей спальня. Опять же, видовая точка. Что должен сделать ландшафтный архитектор? Сесть и нарисовать отсюда эскиз, как он видит. Отсюда практически все открыто, потому что, да... То есть сад надо рисовать не сверху, а снизу. Я бы сказал так, смотри, мы сейчас функциональное зонирование расставили, а вот теперь уже из вьюпоинтов садимся и рисуем. Или фотографируем и на фотографии начинаем рисовать, как мы это видим, будущий сад. Значит, это костровая чаша. Наши друзья, кстати, из Петербурга делают такие вещи. Это вот мечта такая, знаешь, да, многих людей. Вот так вот, значит, Да. дома Сесть. сидеть, кайфовать. Оказалось, что здесь помещается, вот в этой зоне, 18 человек. Я не мог поверить, как так?
так, ну, Валера, был день рождения, Мгм. и здесь такая компания села на подушках, играли на гитаре. Вот это место отдыха и тусовки, это прям вот тут. Ну, самый топ здесь, да? Конечно, ставятся всякие закуски, вино, кладется несколько дровишек для тепла и для уюта. И вся компания собирается вокруг. Пойдем дальше. Вот мы подходим наконец-то к такой вот лужаечке. Да, как видишь, да, рельеф начинает падать в сторону чего? В сторону леса. Лесная зона, вот так удачно расположен участок, что у него там сосновый лес примыкает, Ага. а здесь еловый. Поэтому есть правило такое в Точно, Альберо. кстати, да. Мы приглашаем лес на участок. Мгм. Мы оттуда начинаем сажать сосны, чтобы размыть эту границу с лесом. Отсюда сажаем больше ели и дубков. На удивление, в этом еловом лесу еще были дубки. И таким образом, как это происходит размытие вот этих границ. Вообще, вот это отличие, наверное, ландшафта от интерьера. Нельзя просто так, сейчас должна быть мем от этого парня из «Властелина колец», нельзя просто так и закончить ландшафт. Да. Почему? Потому что это процесс. Интерьер можно в каком-то виде завершить, не знаю, там, сдать в аренду или для себя, для семьи оставить и забыть про это. Ландшафт невозможно. У тебя всегда будет что-то меняться. Разрослись сосны горные, надо что-то делать. Правильно? Надо куда-то убирать, освобождать место. Им нужно достаточно воздуха. Сосны начинают уходить вверх. Значит, появились сухие ветки, надо вызвать альпиниста. Приболела Ты яблоня. меня сейчас отговариваешь. Я от тебя правды. отговариваю напрочь, потому что если это... Либо закажи уход, обслуживание и пойми, что ты, как, знаешь, как вот кошка, да, у нее есть же, как надо заботиться, туалет за ней менять, да, и Да, кормить. да. Вот сад — это домашнее животное еще одно. Слушай, а если мы вот сейчас пофантазируем, да, и оставим сад этот на 5 лет? Вот Да. уйдем отсюда и придем через 5 Ага, лет. Что хороший будет? Провокационный Ты вопрос. видел вот такое вообще? Видел. Как это выглядит? Вот ты знаешь, когда подбор растений грамотный, когда создано, умное слово сейчас скажу, биоценоз, это когда сдруживаются растения между собой и не конкурируют, когда составляют естественное сообщество. Вот когда естественный биоценоз создан, дендролог продумал, будет все хорошо. Что потеряет сад, да? Может там какой-то вредитель съесть плодовые. Мгм. Да, может такое случиться. Здесь же трава вырастет. Она же- Подожди, вот газон, да, газон Да. надо косить. Давай так, 5 лет с условием, что кто-то косит. Вот Нет, растение. Нет. Здесь лук будет, и что, здесь будет клевер, русское поле. Вот ты спросил, что будет через 5 лет, здесь будет все в грибах. Классно же. Да, вообще кайфово. Так, слушай, а вот это что за дом у вас такой? А это дом мамы Валерия как раз. Скоро вот там за забором строится еще один. Это будет как наш гостевой-навес для машин, М. гостевая часть. И ты заметишь, что вообще скрыты все технические функции. Пойдем покажу, где это спрятано. А здесь вообще кто-то носится, бегает, что-то, и как использует вот эту лужайку? Слушай, Насколько она нужна? Да, Валерий с дочкой играет в бадминтон, позагорать любят. Потом, когда вот был недавно день рождения у него, здесь ставили шатры на газоне, приезжал кейтеринг, готовили какие-то блюда, и вот эта вся тусовка здесь. Ландшафт уже не только семейная штука, это на самом деле место для тусовки, если правильно к этому подойти. Слушай, ну вот этот вот вид отсюда, конечно, крутой. Да, он такой. отсюда. Причем, обрати внимание, многие ставят дом в центре. Это, блин, патологически неправильно. Это самое худшее, что можно сделать в ландшафте. Ага. Это ткнуть дом в центре участка. Все, ты убил свой сад, ты ему Да. выкинул деньги, потому что пространство останется, знаешь, вот эти коридоры вокруг дома, между Да. забором и домом. Все, не будет создано Слушай, а у уюта. меня там вот 60 соток, и я наоборот переживаю, что я буду слишком далеко. У меня же на одной части это Мгм. водоем, Да. и я переживаю, что я буду слишком далеко от водоема. О, слушай, эти бежи, во-первых, дальше комары, а во-вторых, вид на до водоема должен быть твой ландшафт. Вот когда ты создашь такое пространство, тебе будет им кайфово, и чем больше оно, тем лучше. А перед домом небольшой фронт-ярд. Этого достаточно. Значит, да, выходим из скандинавского сада. Маленький компромисс для мамы Валерия. Ну Это флоксы. Долго спорили, что мы против них категорически, потому что такое... Но понимаешь, в чем дело? Мама — это мама. Ну, Правильно? конечно, Маму надо да. любить и уважать. Поэтому для мамы надо тоже сделать красиво. Как, блин, без цветов, да? А где, кстати, где клубника? Я не понял. Нет, здесь не встретишь. Клубника в Репинском универмаге. Здесь, В каком универмаге? Клубника где? А малина? Баки полива — это вот эти черные емкости, Мгм. откуда из скважины подается вода. А вот здесь находится сам компьютер, то есть управление всей системой и насосное оборудование. Мозги, его система управления, то есть регулируешь, сколько времени поливать, когда поливать. И есть еще датчик, вот он находится, датчик дождя. Если прошел дождь, то у тебя достаточно не поливается. Всем автоматически на день или на два будет выключаться, пока сад мокрый. Ну, естественно, летом побольше, осенью поменьше. Ну, то есть эти вещи как бы вроде автоматика, но тоже надо с умом подходить. Ну, естественно, насос. Почему? И емкости вообще зачем, да? Вот ты моешься в душе, а эта резко штука дает еще 4 бара давления и откачивает воду из системы. Естественно, нужны компенсирующие емкости, чтобы у тебя давление не упало там. Дома. Хочешь, бахнем слегка? Давай, бахнем. На 5 минуточек врубим. Так, было 15, надо запомнить. Сейчас проверим, что это будет. Газон пойдет.
что-то где-то заработало, а пошли Там, смотреть. Ага, отлично, пошел газон. Соответственно, разбит на группы. Кусок один, кусок второй, третий, чтобы емкости успевали добирать воды. Вот смотри, как все в чаше потекла это, попадает автополив. Главное, сразу же, когда врубишь днем, вот если там рядом стоишь, температура падает. А теперь смотри, Хантер, это вот система этого автополива, недавно во Дворце Королевы, Царствие Небесное, заменили систему, которой 28 лет. Вот настолько качественно они делают всю систему, что это очень долговечно. Это не продается в Аби, не продается в Леруа Мерлен. Только у тебя. Welcome. Иногда люди пугаются, там, да, 1,5-2 миллиона за автополив. Ну, друзья, да. Зато это ваш комфорт. Вы уезжаете в отпуск и не парьтесь о том, что все на автоматике все работает. Слушай, смотри, вот там миллион, тут 1,5, тут 3. Да. Сколько стоит такой сад на 45 соток? Слушай, ну вот этот сад, он 60+, да, у нас относится к этой Ну, категории. вы его построили когда? По какому курсу? Это примерно, в прошлом году мы закончили здесь посадки. В прошлом году был курс типа 60. 68, мне кажется, 72, вот так там 72. колебалось. Ну, Да, то есть около здесь того. около $1 миллиона вы потратили просто в сад, в растения. Да, инвестировали. Инвестировали. Да. Потому что, смотри, почему это инвестиция? Ну, ты же потом кайфуешь с этого. Да? Конечно, Да. да. Потратить, вот когда выкинул деньги и как бы не понимаешь, да, было или не было, да? Я тебе предлагаю снять обувь и пройти босиком. Давай. Это одно из необходимых здесь требований. Недавно приезжала группа миллиардеров, они, ну, здесь была выставка искусства в саду. И они первое, что сделали, вообще не спрашивая, увидев вот это, да, сняли обувь и пошли гулять босиком. Мы недавно прикидывали, сколько стоит ландшафт, вот если на сотку земли. Знаешь, взяли все объекты прошлого года и поделили, как хлеб, по хлебу маслом размазали. Да. Получилось, что включая все системы, инженерные, вот эти автополивы, свет, все растения, работы по ним, дорожки там, да, и дренажи, получилось 1,5-2 миллиона за сотку, это бизнес-класс. То, что выше 2 миллионов за сотку, это уже, скажем так, действительно, ну, премиум, можно сказать так, да. А до миллиона за сотку? До миллиона за сотку это будет такой комфорт-класс. Что ты в это получишь? А вот более-менее от какой цены? Мне вот сейчас интересно стало. Давай так, конечно, когда у тебя гектар, там посчитается по-другому. Когда 60 соток, Да. что, как считается? Когда, смотря какая будет концентрация растений, какой будет их размер. Вот, например, перед тобой сосна, которую в магазине не купишь. Вот я вообще хотел, кстати, почему шел сейчас сюда к сосне, она какая-то крутая, да, и крутая, и стоит так обособленно. Я так понимаю, что это не простое растение. Да, мне нужен был, знаешь, как есть фоновые растения, а есть акценты. Вот это растение главное здесь, такой солист. Это не купить в магазине, потому что это нами выкопана сосна из питомника и выращена в определенную форму за 6 лет. Мы занимались ее формовкой, направляли ветви, но опять же не как японцы, а скорее как скандинавским подходом, более дико, что ли, так вот, более естественно. Ее же нельзя назвать бонсай, но при этом она роскошная, свой характер имеет, свою структуру. Сколько стоит такая сосна, если вместе со всей выправкой? Если бы сейчас я вырастил такие же, у меня есть партия сосен, которые я под себя формирую. Я, наверное, буду их продавать от 500 за штучку. Это примерно так. Сколько высота у нее? Плюс не забывай, что посадка это и гарантия, это будет еще 50%. А, еще 50%. От стоимости дерева, да. Под миллион там выйдет 700. Да, да. Как это, массажная плитка. Массажная плитка, да. Видишь, смотри, это разница между человеком, живущим в городе и за городом. Я привыкший к этому. Не, у меня вообще это Вот тут нежненькая готовься, кожа. самая нежненькая твоя Вау! кожа. А ты каждый день так ходишь, да, я так понимаю? Слушай, ну я, когда за городом, я всегда босиком. Вот вся на даче, я не одеваюсь. Ой, кайф. Мне прям привыкать надо. Это вот для чего люди стоят на гвоздях, чтобы вот ходить можно было. Можно просто сделать свой сад за 15-30 миллионов, и не надо стоять на гвоздях. Да. Так, Миша, ты прошел путь героя, ты дошел до сюда. Давай расскажем про техническую сторону вопроса. Хозблок, хранение всяких шлангов, этих лопаток, совков, прочего. Система автополива раз, скважина 2, септик отдельный 3. То есть на каждый дом по отдельному. А как вот этот септик чистить? А вот так же он на техническую парковку. Ты, кстати, заметил, что есть две парковки? Главная, гостевая и техническая. У тебя приехали работники, и не нужно, чтобы они пересекались с гостями. Они проехали, отдельно провели работу. Это вот что-то на богатом, вот эти 3 парковки. Смотри, я вообще считаю, что это даже если ты не богатый человек, но у тебя есть хотя бы, это не хотя бы, правильно сказать, от 30 соток нужно делать 2 въезда. Почему? Ты привезешь дрова на зиму, ты привезешь грунт плодородный, ты не высыпешь же это на главную парковку перед домом, ты делаешь на техническую. Это очень удобно. Видишь, они мокрые все, потому что в них набирается холодная вода из скважины и нагревается потихонечку. Ой, здесь прохладно, хорошо. Соответственно, здесь потом встает баня, да, по проекту. А вот вместо вот этого домика. Да, и тоже архитектор продумал все. Он все эти постройки по углам вот так. В одном углу баня, в другом дом, в третьем гараж навес. Вот, кстати, это же 3D-сетка называется. Да, причем многие покупают ее в зеленом цвете. Вот я про это и хотел сказать. Ни хера, извините, пожалуйста. Зеленый цвет,
сад виден и заметен. Самый дерьмовый цвет, Он зеленый. такой кислотный. Да трэш вообще. Где вы видели, значит- вот вам, товарищи, которые покупают зеленую сетку, где вы видели в лесу такой кислотный зеленый цвет? Ее всегда так жестко видно. Графитовый цвет, нейтральный. Да, да. Если не ошибаюсь, 70-21 RAL или 70-15, вот их два таких. И все. И она растворяется в ландшафте. Плюс посадка до забора и за забором размывает эту границу Да, вообще. да. Ну что, мучаем тебя дальше? Пойдем дальше, да. Кстати, самые эти невыносливые елки, елка индиформис, может сажать в самой кромешной тьме, ей хорошо. Держит температуру. О, Это, кстати, вот- вкусняшка. это пойдет под наши интерьеры. Угощайся, это Каринка. Подожди, нет, Каринка это... Да, Каринка это ирга, все верно. Это ирга. Да. А ты спрашивал, где? Клубника? Клубника в Скандинавской, кстати, не подошла, взяли иргу. Ну сюда же можно было посадить немножко клубнички, немножко малинки. Как вообще на дачу приехать и малины не поесть? Можно, Нельзя. но учитывая, что это будет немалоуходный сад. Вся плодовая история постоянно подвергается нападению насекомых, каких-то вредителей. И вот это значит тогда ты точно должен отказаться от мысли о малоуходности. Соответственно, видишь, мы посадили деревья за забором, чтобы лес был не такой жестко стеной, а вот бывает Да-да-да. размытая граница. Прикольно. Здравствуй, Майка. Уже старушка. Иди сюда. Сейчас она со всеми подружится, понюхает всех, проверит, как пахнет Миша. Так, ну что, там уж точно давай оденем обувь. Давай. Лес — это лес, за него я не отвечаю. В нашей профессии очень длинные циклы. Я когда зову заказчикам, ну вообще хороший сад — это примерно 5-6 лет. Они такие даже за сердце хватаются, что, как, Да, так долго. да. Когда ты начинаешь заниматься этим процессом, ты понимаешь, что тебе уже садовники сделали красивый уголок, ты там отдыхаешь. Пока что-то еще растет. Я же говорю, когда 6 лет, я говорю про идею, которая у меня в голове, до которой еще надо созреть, да? Казалось бы, очень долго. А с другой стороны, подумаешь так, ну, окей, а могут ли мои дети там, когда мои дети там сделают свой сад? Ну, наверное, еще лет через 30, да, пока вырастут Ну да, там. да. Так может, я им сделаю это? И они будут приходить уже в такой взрослый сад. Хорошая точка, чтобы подвести итог нашему обзору. По-моему, получился очень классный обзор. Я как раз и хотел что-то подобное показать зрителям, что есть не только грядки. Не только грядки, не только садовый стиль, не только все вот эти теплицы, парнички, клубника, хотя мы не имеем ничего против клубники. Да. Но есть еще и современные сады, технологичные, функциональные, и эстетика в них как бы главная. А растение — это уже такой наполнитель, грубо говоря, для ландшафта. В общем, вы пишите, как вам сад. Если вам сильно понравилось, мы будем еще показывать подобные сады. И пока-пока.